Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня очередной хобби-влог. Продолжаю красить пейзажи. Мне подарили эту раскраску, прислали девочки. Канал Маринины раскраски. Девочки красят, вот эту красили иллюстрацию, но я решила тоже ее раскрасить. Решила ее начать по порядку. Во-первых, они проклеены и очень быстро разлетаются листы, несмотря на перфорацию. Ну, у меня, по крайней мере, первый вариант прям развалилась. Начала отклеиваться. Решила ее раскрасить, ну и буду потом следующую по порядку красить. У меня фломастеры с собой только Giotto, поэтому из того, что есть, тем и крашу. Вот. Не скажу, что я от них в диком восторге. Не самые худшие, но и не самые лучшие. Не скатывают вроде как бумагу, но я сильно не еложу. Можно было бы, конечно, более аккуратно это все дело прокрашивать, но я боюсь, что они начнут либо скатывать, либо еще что-то. Поэтому вот такой вариант. Ну вот сейчас докрашу. Мне осталось буквально, если вы видите, вот эти вот закрасить, и все. И так она уже будет, иллюстрация готова. Всем привет, добро пожаловать на мой канал еще раз. И еще раз привет. Ну, я продолжаю красить, я уже говорила. Мы выбрали в этом месяце с Ирой вот эту иллюстрацию. Она вторая страничка, по-моему, да, вторая страничка в пейзажах. Такие вот кактусы. Не знаю, присоединится к нам Марина. Вот, и красим. Я уже говорила, мне прислали девочки эту раскрасочку, когда я только сюда прилетела. К сожалению, обстоятельства так сложились, что вот не получилось полностью по-нормальному снять видео о посылке. Но я обязательно покажу вам все, что мне прислали девчонки, подарили. И полистаем с вами эти раскраски. Очень благодарна им за это. Еще раз огромное-огромное спасибо. Девчонки снимают частями, когда есть время, когда есть настроение, потому что, ну, по понятным причинам его просто нет пока что ни настроения, ни желания что-то делать, что-то показывать, что-то снимать, к сожалению. В общем, крашу эти кактусы, крашу Giotto. Ну, я, собственно, взяла с собой только Giotto. Ну, вот еще муж мне купил в Светофоре такие вот детские фломастеры. Они там копеечные, 24 цвета. Но, честно говоря, для детей, может, и неплохо. Для меня, конечно, они не особо суховаты. Ну, я просила его купить, тем не менее, ради черного цвета. Я говорила, у меня закончился черный. Нужно будет подокрашивать в некоторых раскрасках черным. Видите, тут у меня вот надо будет и так далее. Нет, тут не нужно. Вот это в другой раскраске. У меня черного не было, я не раскрасила. Ну вот сижу, крашу. Обалденные раскраски, мне не очень нравятся. Спасибо девчонкам. Единственный недостаток, они у меня начинают рассыпаться. Ну, я думаю, не критично. Несмотря на перфорацию, мне почему-то все, не знаю, у меня все разваливается. Ну, может, получится так следующее, чтобы не развалилось, красить. Не очень я довольна Giotto. Ну, здесь они более-менее работают. Уже крашу. Вот. Но уже прям пожалела, что взяла именно Giotto. На улице бешеная жара. Прям очень жарко. Сейчас хочу налить кофе. Раскрашиваю на улице. Вот. Сижу, крашу на улице, потому что, ну, было бы, может, комфортней, конечно, в дом зайти под кондиционер, но хочется, знаете, пока здесь, все-таки на свежем воздухе, потому что в Уренгое у нас этого большая редкость, когда тепло, солнышко. Ну и раз я уже здесь, хочется по максимуму все-таки быть на свежем воздухе. Так что крашу. Девчонки спрашивали, раскрашенная за месяц и так далее. Ну, в июне я до 20 числа я много успела раскрасить. И, конечно, я вам по приезду все покажу. Просто, ну, я посчитала, что не стоит с собой все тащить. Да и тяжело было по самолетам все раскраски полчемодана собирать. Поэтому я уже не стала. Единственное, нужно было, наверное, ну, мне не было времени. Спонтанно так улетела. Я покажу, конечно, все, что у меня было раскрашено. И что здесь раскрашу. Я все, конечно же, постараюсь показать.
Продолжаю свой хобби-влог. Вот такая получилась иллюстрация. Как вы видите, черный вообще просто, даже не знаю, как его обозвать, ужасный фломастер, если остальное еще как-то. Но здесь еще и Джиота, вот темно-серый тоже не ахти как ложился, но все-таки. Но черный это, конечно, что-то с чем-то. Ну, выбора у меня сейчас нет, приходится красить. Это вот эти вот детские фломастеры со светофора. Как я уже говорила, муж покупал в светофоре, поэтому да. Ради черного, ну, уже нет смысла покупать, уже скоро домой, поэтому я буду все-таки докрашивать эти или брать Джиота красить. Ну, смотря как цветовая. Как я говорила, мы раскрашивали сыры вот в пейзажах от Клевер. Раскрашивали вторую страничку в этом месяце. В июне девчонки красили вот эту, если не ошибаюсь, могу, конечно, девочки, ошибаться, красили вот эти горы. А уже вот в июле у меня появилась, в конце июня, ну, пускай будет в июле, да, появилась вот эта раскрасочка, мне присылали раскраски Марина. Канал называется Маринины раскраски. Девчонки мне присылали. И я теперь тоже могу с ними присоединяться, время от времени красить. Конечно, месяц был тяжелый. Не очень хотелось что-то делать, что-то снимать, что-то красить. Но тем не менее, время идет, жизнь продолжается, поэтому красим. В общем, раскрасила. Не скажу, что прям довольна, но, как я уже сказала, повторюсь, выбора у меня нет. Через 10 дней домой, поэтому там уже будут более хорошие фломастеры у меня остались. И, конечно, уже буду что-то более лучше красить в раскрасочках. Неважно, в этой или в другой. Дело в том, что я поняла уже свой косяк, свою ошибку. Не нужно было брать все-таки Джиота, но мне, я думала, пока я здесь, я ими буду пользоваться, поистрачу их хорошо, да, ну и чтобы быстрее в пустышке их определить, так как не особо они мне нравятся. Все-таки не скажу, что хорошие фломастеры. На какой-то бумаге они, конечно, неплохо рисуют, но в основном все-таки отвратительные фломастеры. Не понравились. Это самые первые, наверное, одни из первых моих фломастеров, где вот уже 36 оттенков. Когда я только начинала раскрашивать, конечно, я их брала, на них были большие надежды, но вот тем не менее. Не особо понравились. Здесь они вообще ужасно красят. Если вы видите, вот и полосят. Ну, в общем, все на свете и просвечивают. И поэтому я думала, их доиспользую. Сейчас я, конечно, поняла, что лучше все-таки нужно было брать либо фаберы свои, брашики, либо штедлеры. Ну, в общем, что-то брать. А скорее всего, больше надо было брать какую-то сборную солянку. Забыла совсем про крайолы, которые нужно было тоже закончить. Их там совсем немного осталось, но я побоялась, что мне может не хватить каких-то оттенков. И я не хотела много с собой тащить. Мне не было, собственно, и времени это делать, собирать все. Поэтому я схватила Джиота. Сейчас я, конечно, поняла, что это была большая ошибка. Также с выбором раскрасок тоже была большая ошибка, потому что ну, как-то так получилось, что именно все, что я взяла, мне не особо хотелось красить. Ну, за исключением, допустим, этих раскрасок. Они мне пришли в подарок. Девчонки прислали. За что им огромное-огромное спасибо еще раз. Вот, благодаря этому у меня появился выбор. Плюс от Иры пришла посылочка, я обязательно покажу. Я тоже вот все никак с этими проблемами совсем не получалось показать вам. Обязательно покажу. Ир, привет. Девчонки, привет. Спасибо вам огромное. Прошу прощения, что сразу все не сняла, не показала. Ну, так вот вышло. Поэтому все обязательно вам покажу, девчонки, расскажу. И благодаря девчонкам у меня хоть какой-то появился выбор. Но вы не поверите, я косячнула еще раз.
я уехала в Анапу и забыла вообще ни одной раскраски с собой не взяла. В общем, 2 недели можно было смело сидеть раскрашивать, было возможность и время, но, как вы понимаете, я в очередной раз накосячила, поэтому да. Докрасила я эту иллюстрацию, буду по возможности, конечно, вам показывать, что-то красить. Раскрашенная за месяц, июль я вам, конечно, уже покажу по приезду, потому что, как я уже говорила, были работы. Ой, прошу прощения, я без штатива снимаю. Штатив я тоже забыла. Ну, вот так бывает. В общем, перед уездом, до уезда, так как я не планировала никуда ехать, естественно, я там много красила, достаточно много успела раскрасить. Внеплановое, понятное дело, быстро собралась, улетела. Поэтому покажу, что было раскрашено за июнь. За июль, к сожалению, буквально там несколько иллюстраций у меня получилось. Получится, но тем не менее я все вам покажу, расскажу. Ну вот, прошу прощения, девчонки, так у меня получилось. Ну, теперь буду сидеть красить уже на август. Следующую иллюстрацию мы совместно тоже, скорее всего, будем с девчонками красить и в пейзажах, и в волшебных мирах. Ну, больше у меня других нет номеров, надеюсь, что появятся. Также хочу еще докрасить и раскрасить, еще успеть здесь. Все-таки за лето заканчивается. У меня были большие надежды, вот, допустим, на эту раскраску. Я ее ждала, я очень хотела ее пораскрашивать именно летом. Я даже уже немножко начала, пока было настроение. Вот видите, начала первую эту страничку титульную. Здесь очень мелко. Освещение не ахти сегодня, поэтому уже, наверное, завтра буду ее докрашивать. Все-таки хочу хотя бы ее закончить. Ну и потом что-нибудь выбрать здесь раскрасить. Я ее специально заказывала именно на лето, покупала. Я планировала все лето раскрашивать, но, к сожалению, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает. В общем, не получилось, конечно, ничего страшного, еще впереди целый месяц, поэтому я надеюсь, что я здесь успею как минимум несколько иллюстраций сделать. Ну, ничего страшного, если что, на следующее лето тоже можно будет пораскрашивать. Ну и зимой, может быть, все равно захочется что-то на летнюю тематику пораскрашивать. Я не расстраиваюсь. Впереди еще целая жизнь, так что будем с вами, девчонки, красить. Вот, собственно говоря, вот пока что такие планы. Что будет дальше, покажу вам. Сейчас выберем, что красить на август, и обязательно вам покажу. Так, продолжаю свой влог. Выбрали мы в пейзажах вот эту иллюстрацию. Это у нас 9-я страничка. Водопад. Я так. Да, вот он такой будет. Должен быть, по крайней мере, водопад. Но у меня такого уж настолько светлого голубенького нет. Я не пойму, мне тут еще плохо видно. Ну да, голубой, так серо-голубой должен быть, но у меня такого нет, поэтому более темный небо. Пока закрашиваю, здесь не переживаю за вот эти вот штуковины, я так понимаю, здесь будет зелень и так далее, и голубой этот, если где-то чуть-чуть залезло за края, перекроется. Вот, крашу, продолжаю красить Джиота. Я уже говорила, других у меня здесь нет, поэтому буду красить. Естественно, нам на август в планах, как вы уже поняли, пейзажи, волшебные миры. Вот это вот морская из Creative Heaven. Еще пару покажу потом раскрасок, которые именно здесь тоже будут в планах на август. Ну а все остальное, я думаю, многие помнят. Цветовые квесты, колортроник, кошки. Средиземье, геоморфоза. Этих я люблю раскрашивать, морских единорогов. Это тоже все будет в планах на август. Я обязательно приеду, покажу вам. Ну, естественно, по понятным причинам с опозданием в 10 дней. Ну, ничего страшного. Я думаю, все меня за это простят. В общем, сейчас буду раскрашивать.
Я без штатива, поэтому, к сожалению, особо процесс не покажу вам. Но буду по мере раскрашивания, может быть, включаться. Но это, скорее всего, уже будет в другом влоге. Поэтому покажу уже в следующем влоге, что у меня тут получается. Понятное дело, что они немного протекают, все-таки эти джиоты, но здесь не критично, так как это односторонние раскрасочки. И я думаю, будет нормально. В общем, вот такой небольшой влог получился. К сожалению, других пока нет, не предвидится. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь. Ну и всем пока-пока.